Меня зовут Симонова Евгения Павловна. Я актриса. Евгения Павловна, слышно нас? Да. А давайте попробуем, как себя слышно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Очень симпатичные молодые ребята, режиссеры, снимают фильм о людях, которых принято называть с инвалидностью, люди с инвалидностью. Они попросили меня прочесть несколько текстов. Да, можно? Мы пишем, идет запись. Сейчас мы будем читать первый фрагмент. Этот текст написала девочка, больная аутизмом. Говорят, что все люди рождаются талантливыми. Да, это так. Господь никого не выпускает в мир без дара таланта. В том числе и тех, про кого говорят человек с ограниченными возможностями. Просто таланты бывают очень разные. Не только интеллектуальные или художественные, но и эмоциональные, душевные, телесные. Да всякие. Но большинство талантов остаются нераскрытыми, не по вине человека. Что есть норма, чем она определяется, там, откуда она отсчитывается. Ничего не знаю про это. Просто я задавался и задаюсь этими вопросами, но ответов для себя лично не нахожу, потому что мир многообразен, многообразен. Он желанный. Мальчика я очень хотела, именно мальчика. Когда он родился, то дня через 3 его все не приносили. Пришла врач, села на край кровати и сказала: у вас ребенок Даун. И я примерно знала, что это такое. Я говорю: а вы уверены? Ха, сказала она: Даун, он и в Африке Даун. Совсем, Гаврюша, мальчик. Мальчик, мой хороший Он стесняется. мальчик. Стесняется. А кто твои друзья, Владик? Да, у меня нету никаких друзей. Мы по натуре одинокие. А с кем ты общаешься больше всего? Ни с кем. Кроме мамы. Скажи про про свою дружбу с мамой, как вы? Куда-то ходим. В Пушкинский музей. Вот. Чаи гоняем. Чьи гоняете с чем? С вареньем? Да просто гоняем и все. С ветхиной. Любишь с мамой чаи гонять? Да. Владик, а ты умеешь любить? Да, очень. А кого ты любишь? Да всех. Маму, папу, и тебя, Олу. Вот в метро мы едем, сидят ребята напротив подростки, а подростки жестокие. Они жестокие не потому, что их там не воспитывали, они в силу своей вот этой молодости необузданной жестокие. Они ничего не переживали, ничего не страдали, и они начинают над ним смеяться. И там... А он понимает, что это шутка, что они как бы с ним заигрывают. Он начинает в ответ им улыбаться, реагировать как-то. Чем он больше идет им навстречу в своей этой открытости, тем больше они смеются. Ну, мы выходим, потому что ему весело, у Владика, а мне больно.
Скажите мне, кто я такой? Спросила я как-то раз. И тот, кого я так спросил, мне съездил между глаз. Кто я такой? Скажите мне, настаивал я вновь. И тот, кого я вопрошал, мне раскровавил бровь. Изначально есть неверное отношение к человеку. Отношения строятся на сугубо внешнем определении. Ребенок, когда рождается, ему начинают там объяснять, что такое человек. Палка, огуречек, вот и вышел человечек, да? И говорят, вот описание человека для ребенка. Голова, 2 руки, туловище, 2 ноги, да? Вот мне кажется, не с этого надо начинать. Потому что и надо быть готовым, что человек это может быть и 3 руки, и 1 рука, и голова как-то там по-другому устроена. Начинать нужно говорить с того, что это душа, сердце, заключенное в определенную оболочку, которая может быть очень разной. Вот оттуда надо начинать про человека. Дети с синдромом Дауна все разные, это личности. Они имеют абсолютное, стопроцентное сознание, саморазвиваются. Они требуют отдельной адаптации к человеческому миру, потому что у них отсутствует зло, поэтому им трудно. Это такие, да, немножко существа инопланетяне. Но зато у них есть другие возможности. Недаром говорят о людях с ограниченными возможностями. Это правильное название, потому что возможности дает общество. У них нет возможностей, поэтому у них есть такая страна. Если бы им дали все возможности, то они бы интегрировались. Но это не люди с ограниченными способностями. Сейчас дождь кончится, и мы с тобой пойдем на прогулку. Да? Я сразу языки показываю? Нет. Фу, это грязь. Рождение сына с синдромом Дауна, Платона, оно ускорило мое мышление вот в этом направлении. Дождик, отлично. Прекрасно, грибной. Вот. И произошло просто ускорение мышления. Это как поэзия. Поэзия, что она делает с человеком? Она ускоряет мышление. Давай руку вместе. Мне просто мне интересно, неужели люди не видят этой красоты? Давай. Давай. Смотри, какая классная. Полетели. Неужели люди не видят вот этого того, что вижу я? И, в принципе, вот попытка вот эти фотографии, это попытка зафиксировать просто собственный взгляд и поделиться им, больше ничего. Чтобы это увидеть, нужно просто увидеть. Нужно просто себе позволить спокойно разглядеть, непредвзято успокоиться, забыть про все вот эти клише, про все эти клейма, да, и все прочее. Просто про это забыть и просто разглядеть человека. Потому что сколько я знаю людей, которые говорят, рассуждают про синдром Дауна, часто употребляют это как имя нарицательное, но они же даже просто вживую никогда с этим не соприкасались. Закрепилось такое понятие, что люди с синдромом Дауна – это там умственно отсталые. Не обнаружил, при близком рассмотрении обнаружил умственное иное. Давай руку. Давай мне руку. Здоровайся с тобой. Здравствуй, Платон. Здравствуй. Давай, все равно тебя поцелую. Дай поцелуй. Дай еще. Ну да, Потрогай, смотри, я тебе даже покажу. Можно показать? Вот. Это ты, смотри. Да, хорошо. Видишь, какая ты красивая.
с неизбежностью смириться перехода в мир иной? Как? И как узнать границы? Где я мертвый? Где живой? Но я просто могу сказать, как это происходит, да? Сын вдруг пошел гулять с собакой и застыл. И нет его, мы смотрим, ищем его в окно, нигде его нет, да? И через какое-то время пришлось просто затащить его в дом, да и вызвать скорую. Он в это время был на 4-м курсе университета химфака. И вот так начиналась эта болезнь. Вот так она началась. И тогда это было, как провалились в яму. Это люди, большинство из них, более 70%, мы у себя считали, это люди с высшим образованием. Это люди, которые окончили институты. Часто эта болезнь застает в расцвете сил, то есть на самом таком расцвете, когда первая любовь, когда первые встречи. И здесь такой идет обрыв. Вообще этот период от 20 до 25, это чаще всего, как я выяснила, происходит. Стихи, может быть, даже бегство от реальности, от какой-то жизни. Критикую себя за то, что я не могу остановиться на писании стихов, что я как-то непрактично, что ли же. Может быть, иногда у меня бывают такие мысли, но все равно отказаться от написания стихов не могу. Вот это идет, да. Можно сказать, что крик души. Давайте я вам прочитаю стихотворение. Стихотворение такое. Кризис жанра, кризис темы. Кризис сильный и глубокий, и встречаемся с ним все мы, ибо все мы одиноки. Одиночество есть крест, предназначенный нам свыше, и мы чувствуем и слышим, созерцая прелесть мест, в коих угораздил рок сей момент нам находиться, и легко нам заблудиться, и где запад, где восток, позабудь в тоске ленивой, и, склоняясь, плачут ивы, и пульсирует висок. Я считаю, что, в общем-то, так или иначе все мы одиноки, и и беда заключается не в этом, а в том, что мы не хотим себе признаться в том, что мы одиноки. Их сторонятся, да, пытаются как-то, очень много каких-то обидных слов говорят им. Люди часто просто действительно не знают, что это за болезнь и как они боятся, потому что пресса обычно пишет негативное о них. Я поезд-электричка, я птичка-невеличка, летящая вдали. Я все, что вы хотите. Вот нате и берите. Я маленькое пятнышко на коже у земли. Я память, я история. И в радости, и в горе я такой же, как и вы. Я повесть без названия. Я рыба океания. Я запах, остающийся от скошенной травы. Грандиозные стихи. Какой-то Борис Ельцин. Кто такой? Кто про него знает?
преклоняясь перед людьми, перед матерями, перед отцами, перед близкими, которые живут рядом с этим миром, которые пытаются его оберегать, которые пытаются помочь пробиться наружу каким-то вот таким вот проявлением. И, конечно, хочется сказать, что эти люди должны быть окружены максимальным вниманием, заботой, любовью. И это ужасно, что в нашем государстве это находится на каких-то абсолютных задворках. Это, я считаю, просто преступно. Этого не должно быть. Но если говорить применим к нашей стране, то эти границы с вот этим миром, который решил эти проблемы, они не сотрутся никогда. Если говорить про человечество, то, как бы сказать, рано еще открывать эти космические, стирать космические вот эти пространства, потому что нет этой готовности. Готовность должна здесь произойти, вот на этом, так сказать, внутри нас, в внутреннем пространстве, вот на уровне приятия. Вот когда мы примем, тогда мы так далеко улетим, дальше Марса. Но я почти уверен. И все прорвется, и изобретется то самое топливо, и тот металл откопается и так далее. Потому что все в этом мире взаимосвязано. А у нас вот просто по инерции мы сейчас все это покорим, залезем на 5600, куда вы там собираетесь, да? Или на 6 миллионов километров. С чем ты туда залезешь? С чем? С этой своей пустотой? С дырой? Ну, у Сони один из самых тяжелых вариантов аутизма. Она была изначально полностью неконтактна, полностью, совсем, никак и ни с кем. Не выполняла никаких инструкций вообще. Ну, естественно, она не говорила, тоже ничего. Ничему не обучалась. И мне в открытую специалисты говорили, что это вот безнадежно. У аутиста мир прерывист. Вот для нас он цельный, неразрывный. Вот я сижу, и я четко ощущаю, что у меня сзади, что у меня по бокам, что у меня сверху, что у меня снизу. Мое тело едино. Я ощущаю себя, именно себя, вот в этом пространстве, здесь и сейчас. Аутист нет. И это состояние весьма мучительное, это состояние страшное. Что Соня может сейчас? Сейчас она может очень многое. Она по-прежнему не говорит. Вот речь, к сожалению, мы не пробились. Но Соня закончила школу среднюю по массовой программе. Закончила очень успешно. Что она начала писать стихи, это мы совсем вот чисто случайно узнали. Она просто, вот я ей в шутку задала вопрос: «Сонька, может, ты и стихи еще пишешь?» Она мне написала «да», и прям тут же написала стихотворение. Другая жизнь, вторая я. Ваш мир мне видится иначе. Вторая я у вас своя, а первая в нем горько плачет. Костер горел, и пламя пело о солнце и о гордости людей. И голова моя горела от горечи прожитых дней. Мне скоро 9. Это вечность в сравнении с временем костра.
Но он согрел людей, а я... Но он согрел людей, а я, немая, неумелая, от мира за стеной, зовется аутизмом недуг проклятый мой. Неужто одиночество судьбой мне до конца, и в пепел превращусь я, не согрев сердца? Костер заплакал, догорая, с поленьев капает смола, и плачу я, ведь дорогая цена безмолва. Боже, дай слова. Ну, все, больше вопросов мы не можем задавать, да? Не надо, Они не могут буду. еще задать тебе вопрос. Да? Да, ой, здорово. Да, давай. Какая у тебя главная мечта? Только если можно, я вас попрошу придерживать руку ее, чтобы зритель видел, что это она пишет сама. А, вот так, хорошо. Да. Главная мечта? Песню. Спеть. Да. Что предусмотрено нашим государством для таких людей после ухода родителей? Интернат. Все. Психоневрологический интернат, в котором они достаточно быстро погибнут. Это самая жуткая мысль, самое страшное, что вообще есть в моей жизни, это мысль о том, что будет с Соней, когда мы с ее отцом умрем, когда нас не будет. Потому что наше государство ничего, абсолютно ничего не предусматривает. Государству эти люди не нужны. Не так давно, кстати, была большая такая дискуссия по поводу эвтаназии, ранней эвтаназии новорожденных инвалидов. И один из доводов был, они же все равно государству ничего не дадут. На Западе развиты всякие социальные сети, всякие фонды, всякие возможности. И, в принципе, взрослые люди могут жить самостоятельно. Если адаптировать, они могут жить самостоятельно. Там нет такого состояния, что если родители умирают, то человек жить не может. Он может ездить на работу, он может зарабатывать деньги, платить за квартиру, покупать продукты, заниматься любовью. Он может, все может. А зачем живете вы? Родились, вот и живете. Вообще, зачем живут люди? Бог каждому, когда посылает в этот мир, говорит: трудись и прославляй меня своими делами. Понять бы, что это за дела должны быть. Как вы думаете, что это за дела должны быть? Вот ваша точка зрения, из чего человек рождается? Не слабый вопрос такой. Люди поумнее меня, между прочим, на такие вопросы всю жизнь пытались отвечать, по-моему, так и не ответили. Да, даже если ребенок вообще ничего не может, он просто лежит, он меняет вокруг себя людей. Он заставляет открываться сердца. А потом, откуда вы знаете, может, ребенок лежит и молится. Просто вот молится и молится за нас, за всех, чтобы мы дальше тут продолжали существовать, жить. Если мы зададимся, я задаюсь этим вопросом, и не так давно ответил на него. Чем действительно может поделиться человек с другим человеком? Как вы думаете? Дайте руку. Она немножко грязная. Можно, чувствуете? Да. Что? Ну да. Тепло. Да. Человек с человеком может поделиться теплом. В буквальном смысле этого слова. Скажу очень оригинальную мысль. Человек рождается для того, чтобы делать добро и любить.